Just over a month ago, the Ukrainian president, Peter Poroshenko, declared martial law. And over the last month, the Donetsk People's Republic has been giving many announcements about the actions of the Ukraine military. And we're here to talk to the head of the Donetsk People's Republic People's Militia Press Center, Daniel Basunov. Hello. Can you please explain what has happened in the last month? As far as over the last month, there's been many announcements from the Donetsk People's Republic, including yourself, all the way up to the head of the republic, Denis Pushilin. Can you say why this massive attack and alleged false flag chemical attack never came from Ukraine forces? Ну да, действительно, мы заявляли о том, что украинская сторона планировала ряд провокаций, в том числе химических, а также готовилась к наступательным действиям. Она действительно до сих пор готовится к наступательным действиям, потому что большое количество тяжелого вооружения, тяжелой техники стягивается к линии фронта, а также транспортные средства, которые перевозят ГСМ, горюче-смазочные материалы, топливо. Поэтому есть все признаки тому, что противник готовится к наступлению. Но нужно понимать, да, действительно, многие и в интернете говорят, и скептически относятся к подобным заявлениям, потому что допустим, комментарии в интернете, что вы заявляете, ничего не происходит и так далее. На самом деле большинство провокаций, которые планировал противник и которые не осуществились, они потому и не осуществились, потому что мы о них заявили. И это действительно так, потому что когда противник, провокация, она и должна быть тайной, быстрой и эффективной. А когда о ней уже заявила противоположная сторона, то это уже слишком опасно. Потому что провокация — это такой подлый поступок, и он направлен на то, что люди в ближайшее время с момента ее совершения не узнают правду, кто это сделал. К примеру, если брать уже не будем брать Сирию, возьмем даже Украину. Возьмем события на Майдане, когда для того, чтобы, скажем так, сделать контрольный выстрел в голову революции, перевороту, то есть, чтобы переворот произошел все-таки, были привлечены снайперские группы, которые стреляли по двум сторонам. И по участникам самого Майдана, по митингующим, а также по сотрудникам Беркута и внутренних войск. На сегодняшний день тогда средства массовой информации, в том числе и западные, наверное, в первую очередь западные, говорили о том, что это по приказу Порошенко, я прошу прощения, Порошенко, Януковича, тогда еще Янукович был, что-то Янукович лично приказал стрелять по митингующим, открывать огонь, что-то беркутовцы, что-то альфовцы. И таким образом был вызван такой, наверное, информационный всплеск осуждения со стороны всего мирового сообщества. На сегодняшний день со временем стало известно, что на самом деле это снайпера не имели отношения к Януковичу. Эти снайпера не имели отношения к спецподразделению Альфа или к Беркуту или к кому-либо из действующей власти. Это снайпера, которые были обычные наемники. Их заказали сами же лидеры Майдана и лидеры Запада, которые организовали Майдан, для того, чтобы совершить этот переворот, чтобы был повод для этого переворота. На сегодняшний день все это знают. Тем не менее, переворот произошел. То, что планировали люди, которые это организовали, все исполнилось. То есть произошел переворот, пришла власть прозападная в Киев. Также и другие провокации. То есть, если бы тогда кто-то заявил о том, что планируются такие провокации, что зайдут в гостиницу Украина, по-моему, называется, которая на Майдане находится, гостиница Украина, зайдут группы снайперские, откроют огонь по двум сторонам, и по сотрудникам Беркута с внутренними войсками, и по майдановцам, для того, чтобы вызвать
вот этот всплеск критики и, я не знаю, там, еще чего в мировом сообществе, и обвинить во всем Порошенко, то у них бы это не получилось. То есть они бы что-то другое начали выдумывать, для того, чтобы это не произошло. Также и здесь. Любая провокация, когда о ней становится известно заранее, и когда о ней, ну, скажем, мы заявляем во всеуслышание, она уже теряет любой смысл. Также и наступление. То есть для нашего противника идеальный вариант — это блицкриг, то есть это молниеносное наступление, потому что другого шанса у них не будет. У них или быстро прорвать нашу оборону и закрепиться на нашей территории, окружив наши конгломерации, или же, и также это одновременно отключить все виды связи. То есть для того, чтобы очень быстро и массированно, скажем так, развязать эту войну, занять позиции, окружить наши города. Ну, из городов они, конечно, нас быстро не выбьют. Вот. И при этом, чтобы об этом максимально долгое время не публиковалось в средствах массовой информации. То есть, чтобы об этом мировая общественность не узнала. Вот. Поэтому, естественно, когда мы об этом заявляем, что вот противник планирует, вот есть признаки этого, то у них уже, скажем так, часть этого успешного плана, она рушится. И сам факт блицкрига рушится, сам факт блокирования в информационном поле наступательных действий также рушится. Поэтому, подводя итог сказанному, конечно же, кто думает, что после того, как мы заявим, что противник планирует совершить наступление или провокацию, будет это совершать. Естественно, это уже опасно для нашего противника. Особенно это связано с какими-то провокациями, вроде как химической провокации, причем на своей территории. Также это связано и с наступлением. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Потому что после наших заявлений планы противника срываются. И мы сорвали действительно достаточно планов. Много кто там пытается подшучивать, там, что прогнозы снова не верны и так далее. Но это все не так. Это все не так. Потому что сейчас, последние 30 лет, по всему миру, в первую очередь, в основном, это информационная война, потом уже горячая. This morning, the new ceasefire went into effect. Can you tell us how long do you think it will stand, or will it just be like many of the other ceasefires in the past that don't really matter on the front? Насчет перемирия, то есть, ну да, действительно, по нашему времени в час ночи сегодня началось перемирие. Но как показывает практика этой войны, оно долго не продлится. И вот мы уже знаем сегодня приблизительно 12 часов 40 минут со стороны населенного пункта Пески. С украинских позиций был открыт огонь из стрелкового оружия по населенному пункту Жабунки, по-моему. Вот. Поэтому, то есть противник, украинская армия не пришла на Донбасс для того, чтобы мириться или договариваться. Они пришли воевать, они пришли убивать. Поэтому это уже, я не знаю, какое, это уже, наверное, 15-е перемирие за 4,5 года. И ни одно перемирие противник не соблюдал. Поэтому я не думаю, что данное перемирие будет исключением. And what do you think is going to be the future of the Donetsk People's Republic? Ну, я не экстрасенс, я не знаю, что будет дальше. Да хорошо все будет, в каком плане. Панических настроений быть не должно, потому что мы сюда украинскую армию не пустим. Мы Украину не пустим. Наши военнослужащие твердо стоят на своих позициях. И у противника шансов нет. А что будет дальше? Я не берусь судить, но я бы хотел все-таки, чтобы наступил мир, чтобы украинская армия ушла с Донбасса. Потому что у нас, по крайней мере, нынешняя Украина, у нас разные направления с нынешней Украиной, с Донбасса. Вот. А вообще я бы хотел, чтобы снова русский народ объединился в одно государство,
снова был вместе. Ну, это мое личное желание. Потому что я родился в Советском Союзе. Я считаю, что развал Советского Союза – это большая трагедия последних десятилетий в нашей истории. Поэтому это было поражение перед Штатами, перед Соединенными Штатами Америки. То есть мы проиграли. И Советский Союз распался, к сожалению. Хотя это была мега-держава. Поэтому я, конечно, надеюсь, я хочу, чтобы когда-нибудь все-таки мы восстановились в рамках одной страны, чтобы все русские могли жить в одной стране, а не разделенными быть. Но это, опять же, это мои желания. А как будет в будущем? Ну, посмотрим. Я живу принципом, и все наши военнослужащие живут принципом: делай, что должен, и будь, что будет. Thank you very much. You're welcome, buddy.